Смотрите, у меня очень красиво. Смотрите. У нас сегодня 11-й день Рамадана. Нас пригласили в гости для того, чтобы сделать ифтар. Вот. Так что ехать достаточно далеко. Нет, я просто... There's a universe inside you, so won't you wake up now and see? Don't hide away the things you're feeling, unlock your mind and lose the key. There's a universe inside you. Случайно я люблю. Вот. Галь, Мы встречаемся сейчас с моей мамой и сейчас поедем к 7 часам. Сейчас уже 5 часов, начало 6-го. Мы поедем в гости, куда нас пригласили. Не знаю, как получится. Получится ли снять что-то или нет. Не будут ли хозяева против. Вот. Ну, как бы посмотрим. Так что мы сейчас вышли и идем. Тут собака. Собака такой огромный. Такой огромный. Вот, кстати, вот так наша машина используется в Египте для перевозки овощей и фруктов. Малик шлепает. Малик, как дела? Нормально. Иди, как дела? Нормально. День, как дела? Нормально. Все нормально. Тяжело так вообще-то всегда ехать куда-то. Особенно в Рамадан, еще конец дня. Ноги прям отваливаются. Даже сегодня холодно. У меня хорошо, у меня. Мы доехали, этот район Сиди-Бешер называется. Сиди-Бешер со стороны моря. Очень здесь такие хорошие прохладные ветра дуют. Очень здорово. Нашли квартиру, все нормально. Салам алейкум. Зака, хабибти, пуш. Нет. Салам алейкум. Алейкум ассалям. Все тогда был в проекте. Да. Но сейчас уже вырос. И Вот Марик это тоже был в проекте. да, шеф, садись. Вот такие большие. Ага. Здесь. Здорово. Папа, можно назвать. Мама моя, идите сюда, так. А чтобы был как папа и наследство и так далее, конечно, это нельзя в исламе. А просто говорит папа. Вот здесь такой балкон. Достаточно высоко, здесь 15 этаж. 15 этаж, а там видно море. Там видно море. Хорошо. Рейни. Ну, как дела? Вот, так что мы уже приехали, мы здесь. Вот. В гостях. Может быть, это квартира, Дети застроится играют. докуда, не будет видно море. Ну если здесь закроют, да, вот здесь строится, кстати, дом, если здесь построят его высоту, я думаю, что, наверное, не построят, закроют вот этот прекрасный вид на море. Это, кстати, вот этот вот район называется Сиди-Бешер, но он хорошая часть, это морская часть.
Кстати, дорогих монет. Да, вот здесь вот, кстати, вот напротив расположена гостиница Хилтон. Вот она рядышком. Вот это вот вход Хилтон. Вот. Вот здесь расположена мечеть Сиди Бешир, она называется, вот ее эти минареты торчат. То есть русские, есть такой случай, да? Одна русская девушка, молодая. Я с ней разговаривал по исламу. Сказал, все правильно, прекрасно, это естественно правильная религия. Ничего не могу сказать. Это религия всех пророков, религия пророка Мухаммеда. Я с вами согласен абсолютно. Но ты хочешь мне сказать, что я курить не буду? Сказал я про курение, ничего не сказал. Только прими, скажи шахаду и посмотрим потом. Ты хочешь мне сказать, что шампанское я не буду пить с подружками? Ты хочешь мне сказать, что я не буду жить свободно? Нет, я отказываюсь. Вот это русские. Они понимают. Значит, нельзя, можно, конечно, всех обмануть, но не играют на чувства. Не как на Украине нет. Я никогда не продам Иисуса. Такой ответ получишь. Вот понимаете? Разница. Да, да. Никогда не продам Иисуса. Я люблю, мы приехали с уважением, а вы хотите, да, чтобы мы приняли вашу религию, что вы говорите? Вы так относитесь к нам. Вот такие украинцы. И поэтому они, альхамдулилля, более-менее принимают ислам. А сейчас украинцы стали принимать ислам тоже. Альхамдулилля, раббил аламин. А белорусские больше всех принимают ислам. Альхамдулилля, раббил аламин. Да, они добрые люди, добрый народ, простой народ. Белорусы, да, да. да. Это вопрос по поводу статистики принятия ислама. Она говорит, да, по-итальянски. Она пришла, я же не говорю по-итальянски, я немножко понимаю только. Мой коллега, он говорит по-итальянски, спрашивает меня, до этого, да, это был ужасный день, альхамдулилля, раббил аламин. Одни украинцы стали издеваться над религией, мне было очень плохо. И, субханаллах, это как холодная вода, как говорится, в жаркий день. Вот. Ахмед, мой коллега, спрашивает меня, Ахмед, шейх Ахмед, разве у тебя есть мусхаф, Коран на итальянском языке? Я говорю, сейчас поищу. Я нашел, да, один мусхаф только, отдал ему, вот, пожалуйста. Она увидела этот Коран, начала плакать. Эта девушка, начала плакать женщина. Плакала сильно, до такой степени, что люди собрались, фотографировали ее. Аллахи и субханаллах. Она говорит, я знаю, что у вас в исламе есть Аллах субхану тааля бывает очень близким к рабу именно последней третьей части ночи. Вот. И поэтому я просила Аллаха субхану тааля, я говорю, Аллах, пожалуйста, если это правильный путь, то направь меня этим путем. И я прихожу сюда, Аллах мне дарит такой подарок, дарит его слова и плачет. Она была монашкой. Раньше. Она сказала... То есть она верующая. Да, верующая, да. В основном люди, которые принимают ислам, они не атеисты. Они христиане. Конечно. Атеисты очень далеко от ислама, очень далеко. Ненавидят, да, само слово религия ненавидят. Ненавидят ни христианство, ни ислам, ничего. Она сказала, как может быть у Бога есть сын? Если бы у него был сын, почему он оставил его? Да? Вот так начало. Нет, они обманывают людей, и, субханаллах, приняла ислам, и я был очень доволен. Вот есть такой случай. Да. Второй случай. Один человек, он христианин, а его жена мусульманка. Это очень плохо. И начал рассказывать про ислам, и про чудеса Корана, очень много чудес, и он не реагирует. И потом, в конце концов, я ему сказал, знаешь что, написано у нас в Коране, что самые близкие люди к нам, это вы, христиане. Сказал, это написано в Коране. Я говорю, да. Он мне сказал, покажи. Хотя рассказывал много про Коран, но не реагировал. На этот момент только реагировал так. Я показал ему, вот, пожалуйста. Он принял ислам и молился с нами Магриб, был время Магриба. Ты помнишь, твой любимый аят был, 64-й аят, да? Давайте придем к единому... Да, единому слову, для нас и для вас. Да. О Я том, помню, что, помню, помните, это давно знаете, почему это любимый аят? Потому что один солдат в Саудовской Аравии, он не знал английского. Доктор Загун Наджар рассказывает нам, да. И потом увидел генерала американского. Показали ему этот аят, а тот принял ислам. Просто показал. Читал, принял ислам.
Фальхамдуллах, а мы в Шарме, альхамдуллах, рассказываем многим туристам. Они где-то 400-500 каждый день. В разных мечетях. Конечно, проблемы есть всегда. Но альхамдуллах. Уже приближается время азана. Сейчас уже скоро все будут пить и Мы есть. сейчас будем есть, пить. Вот солнце уже практически село. Сейчас покажу. Вот, то есть уже солнце практически село за море. Вот. Садится оно не там, а садится оно вот там вот. Поэтому не совсем видно. Так что как-то вот так. Вот, нас угостили напитком. Как этот напиток называется, Ахмед? Компот. Компот? Это наш компот. Да? Это нет, это балях. Балях, да? Это сунна, баля. А, балях. Это сунна, пророка Мухаммеда, саллаллаху. А, это сунна. Вот, сунна, пить вот Завтрак такой. баляхом. Да, завтра балях. خد يا عبد الرحمن خد عند ماما خد ده وخد عند ماما. Как не любишь? Что это? Ты чего это? Это дочка Ахмеда. Ахмед, приложи ей. Ахмед, а молишься каждую молитву в мечети? طبعا. هات الشفرة يا فاطمة. Вот, а здесь также есть бабушка присутствует. Вот у Ахмада, у шейха Ахмада, у него 4 детей. Даже есть жена, еще и бабушка есть. Бабушка — это мама жены. А как тебя? Эсмаки? Рукой? А Андикимсана? Арба синин? Ой, эсмаки? Абдурахман, Андикимсана? Саба? Санауля? Или Таня? Таня, шелтер, молодец. Вот и Аиша. Аиша? Аиша? بتعرفي تتكلم تقول ماما قصدي بتقول مايدة مايدة Моя. А это у нас самая младшенькая. Это у нас Аиша, да? Аиша? Аиша? Интисмики Аиша? Аиша. Она побаивается немножко так. Ну ничего. Симпатяшка такая тоже. Симпатяшка. Вот, на стол уже положили. Там рис, мясо я вижу, салатики какие-то. Но пока мужчины не пришли, к столу никто, к еде никто не притрагивается. Иди сюда, смотри нас для игрушек. Сейчас. Очень интересно, вот как вот, то есть определенная политика для иностранцев, то есть определенный этикет общения с иностранцами и то есть своя часть внутренняя, то есть именно египетская, это своя внутренняя египетская часть. Очень здорово, что оно как бы не смешивается. То есть определенная система поведения с иностранцами и как бы у них свое. Иди сюда, посмотри, у нас комната. Мискалим? Маленькая Русь. Это мискалим? То, что приготовили. Ела. Хорошо. Какая вкуснятина. Тайна. Вы сюда. Или как? Или детский сначала. Уходите, иди. Капса? Капса, да. Это египетская, да? Это саудская. Саудская блюдо. Очень вкусно. Вкуснее. Ну, там орехи, да? Орехи, да. Кстати, вот вопрос как к шейху Ахмад по поводу закята. Спроси меня. Что у нас вообще? У вас Как? есть деньги, чтобы платить закат? У вас лично? Нет, как мусульмане во всем мире, вот как регулируется, да, вот это официально в Египте. Мы не говорим про весь мир. В Египте официально мусульмане выплачивают закят? Конечно. А? Как же? Да? Выплачивают закат, конечно. Официально, то Есть есть. какая-то организация, которая... Нет, это через мечети только. То есть- Неофициально. то есть кто Официально, как хочет- официально через государство нету, конечно, такого. То есть кто хочет платит, кто не хочет, тот не платит. По религии все должны платить. Да. какой-то плавающий- Это же один из столпов ислама. Хорошо, а разве государство проверяет молящихся? Государство проверяет тех, которые молятся, и тех, которые не молятся? Нет, конечно.
Кому еще дают? В Африке? Бедным, людям, путникам нет. Не, трудно найти путников. А Да. на выкуп заключен? Да, есть, дает тем людям, у которых долги есть большие тоже. Это в закате тоже у нас в исламе. Они в рай. Хорошие евреи, даже хорошие атеисты в рай, правильно? Они говорят, нет, неправильно. Я говорю, хорошо. Если я отрицаю Иисуса в качестве пророка, вот куда я попаду? Они молчат. Я говорю, хорошо, давайте по-другому. Если я отрицаю Моисея, если евреи отрицают Иисуса, куда они попадут? И скажут, в ад. Я говорю, хорошо, то же самое. Если я отрицаю Иисус для меня пророк, мир ему. Если я отрицаю Иисуса в качестве пророка, куда я попаду? Они говорят, в ад. Я говорю, тоже вы. Если вы отрицаете Мухаммеда. Не, ну бывают такие случаи. Это То, что египетское человеку кофе. для него это как бизнес. Египетское такое. Это его. Заваривается, да, вот такое. Это оно интересное, небольшое. У меня не было времени. Она Зато алхамдулилля, иншалла, он делает столько добра другим людям, что даже, ну, об этом говорить как бы нельзя, но я-то То есть знаю, надо подождать, пока что спустится пена, и да? вот его душа, он Я понятия не настолько имею. человек, вот он создает вот эту Красиво. вот баракату в организации, все время Да, ну всё. людей принимает. Ну, мы уже вышли, все, мы закончили. Мы благодарим, спасибо большое Ахмаду, шейху Ахмаду, всей его семье за такой вкусный ифтар и за такой прием. Спасибо огромное. Очень тронутые, такие прекрасные дети, прекрасная мама его жены. И все нам очень-очень сильно понравилось. Вот, но мы уже вышли на улицу, и сейчас мы будем уже брать такси. Я вам хотела показать, как красиво оформлена мечеть Сиди Бешир. Она находится около моря. Сейчас покажу. И вот там уже, видимо, идет таравих или какая-то из молитв очередных. Идем в парад. Не было здесь забора. Был. Всегда был. Так вот люди совершают молитву в мечети. Вот, молятся. Все торопятся. Людей очень много. Jedna собака видела, да? Женщины тоже торопятся на молитву. Собака. Все, пошлите. Народ еще идет. Такая большая мечеть. Да, тут мечеть вообще очень большая, и она стоит напротив моря. И здесь, конечно, вот такой идет вот звук сильный потому что именно расположение мечети. Вот так вот.
сейчас будем брать такси и поедем домой. Вот, очень хорошо съездили, мне очень понравилось. Сегодня 11-й день Рамадана, и сегодня мы ездили как раз вот к шейху Ахмаду. Вот, и напоследок я бы хотела сказать, что поблагодарить первое, что Ахмада и его семью за такой теплый прием. Было на самом деле очень приятно встретиться через много лет и повидать всех. И уже народилась. Последний раз мы видели, когда у Ахмада был всего один ребенок, жена была беременна вторым, а сейчас уже их 4. Вот, и было очень приятно встретиться со всеми, и даже мы застали маму Амиры, пожилую женщину уже, вот, жены Ахмада. И было очень приятно и очень как-то душевно и хорошо. Спасибо большое.